Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами сразу несколько тем, которые вызывают бурное обсуждение. В Гамбурге готовится крупный проект по строительству мусоросжигательного завода, и горожане спорят, как это изменит их жизнь. Тем временем Deutsche Bahn снова подвергается критике. Половина поездов опаздывает, а убытки растут. В Саксонии тысячи контейнеров с отходами не вывозят, а в Мекленбурге обсуждают сокращение денег на защиту природы. Но это еще не все. Каждый третий житель Германии боится потерять работу из-за искусственного интеллекта. В Соединенных Штатах Америки правительство вошло в капитал Intel. Это шаг, который может изменить мировую конъюнктуру за технологии. А в Берлине министр финансов Ларс Клинбаль предлагает поднять налоги для богатых, что вызывает активные дискуссии. Все эти новости мы подробно разберем прямо сейчас, поэтому оставайтесь с нами и не забудьте подписаться на канал, впереди самое интересное. Итак, в Гамбурге в районе Бахренфельд строится новая мусоросжигательная установка, которая должна быть завершена осенью следующего года. По словам представителя Гамбургского управления по уборке города Кая Гетце, планируется ввод в эксплуатацию в отопительный сезон 2026-2027 года. Строительство активно продвигается, и строительная площадка заметно растет в высоту. Как к этому относятся жители города, пока неизвестно, ведь при ветре в сторону города весь дым будет идти именно к жителям. Первоначально проект, получивший название «Центр ресурсов и энергии», планировался к завершению в 2025 году, однако сроки были пересмотрены. Кроме того, стоимость строительства увеличилась с первоначальных запланированных 450 миллионов евро до 500 миллионов евро. Новая установка будет производить до 21,2 мегаватт электроэнергии летом и до 75 мегаватт тепла зимой, что позволит покрыть до 50% потребностей в отоплении домохозяйств Гамбурга. Проект предусматривает переработку около 10 тысяч тонн отходов в год, что составляет примерно 7% от общего объема. Оставшиеся 135 тысяч тонн отходов будут сжигаться. Общая проектная мощность установки составляет 323 тысячи тонн отходов в год, включая 178 тысяч тонн коммерческих отходов, старой древесины и зеленых отходов, таких как листья. Напомню, что в Гамбурге уже функционируют две мусоросжигательные установки. Но дальше еще важнее новости Германии. Компания Deutsche Bahn продолжает сталкиваться с критикой за неэффективность в модернизации железнодорожной инфраструктуры. Независимо от того, идет ли речь о ремонте, строительстве новых объектов или их задержке, всегда возникает негативная реакция. Особенно это заметно в том же Гамбурге, где обсуждения затягиваются на десятилетия, что, соответственно, затрудняет развитие города как важного транспортного узла. В последние месяцы ситуация еще ухудшилась. В июле только 56,1% дальних поездов прибыли вовремя. Худший показатель за 13 месяцев. Причинами стали внезапные строительные работы, технические неисправности и перегрузка сети. В первом полугодии компания понесла убытки в размере, напомню, 760 миллионов евро. Министр транспорта Патрик Шнайдер представил новую стратегию, однако она вызывает сомнения у экспертов из-за отсутствия конкретных целей и четких мер. Критики отмечают, что планы не содержат ясных указаний по улучшению пунктуальности и эффективности работы компании. В ответ на данную критику руководство Deutsche Bahn заявило, что сосредоточено на решении проблем и улучшении качества обслуживания. Однако, несмотря на усилия, компания продолжает сталкиваться с вызовами в процессе модернизации и улучшения своей деятельности. Но и это еще не все. В Мекленбург Переднее Померания обеспокоены сокращением финансирования природоохранных мероприятий. Эксперты предупреждают, что это может негативно сказаться на сохранении уникальных природных территорий региона. Согласно информации, местные власти приняли решение об отмене субсидий для природных парков, что вызывает опасения среди защитников природы. Они отмечают, что такие меры могут привести к ухудшению состояния охраняемых природных объектов и утрате биологического разнообразия. Кроме того, отсутствие финансирования затруднит выполнение обязательств по охране труда, установленных на национальном и международных уровнях. Экологи призывают к пересмотру бюджетных решений и поиску альтернативных источников финансирования для обеспечения эффективной охраны природных ресурсов региона. А дальше новость, которая вызывает обсуждение в Германии. В Саксонии тысячи контейнеров для биологических отходов остаются невывезенными из-за неправильного заполнения. Местная служба утилизации сообщает, что если в контейнере содержится более
3% посторонних материалов, они не будут опустошены. Это правило введено с мая текущего года в рамках обновленного законодательства по утилизации биологических отходов. Цель – это обеспечить более чистую переработку и предотвратить загрязнение компоста. Напомню, что в Лейпциге ежегодно около 10 тысяч таких контейнеров остается на месте. В округе Лейпцига количество таких случаев составляет от 125 до 150 в год. В Дрездене и Хемнице также фиксируется значительное количество неправильно утилизированных контейнеров. Если контейнер не опустошен, на нем оставляют уведомление с указанием причины. Жители могут либо самостоятельно удалять посторонние материалы и выставлять контейнер на следующую плановую уборку, либо заказать дополнительную очистку за дополнительную плату. Специалисты напоминают, что в биоконтейнеры следует помещать только органические отходы растительного и животного происхождения, такие как пищевые и садовые отходы. Пластиковые пакеты, даже биоразлагаемые, а также камни, пепел и другие природные материалы не допускаются. А дальше еще интереснее. Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом YouGov, около трети граждан обеспокоены возможной потерей работы из-за внедрения искусственного интеллекта. Внимание! 34% респондентов выразили опасения по этому поводу, в то время как 62% не разделяют таких опасений. Оставшиеся 5% затруднились с ответом. Опрос был проведен в августе среди 2175 совершеннолетних граждан. Интересно, что беспокойство о замене рабочих мест искусственным интеллектом проявляется неравномерно среди различных политических групп. Например, сторонники партий, такие как «Альтернатива для Германии», АФД, АДГ, Союз Сары-Вакикнех и левые в целом более обеспокоены этим вопросом, чем сторонники партий Зеленых и ФДП. Кроме того, жители городов и люди с низким уровнем образования чаще выражают опасения по поводу влияния искусственного интеллекта на их трудовую деятельность. Согласно исследованию института ИФА, около 27% компаний в Германии ожидают, что внедрение искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест в течение следующих 5 лет. Только 5% компаний прогнозируют создание новых рабочих мест благодаря искусственному интеллекту, в то время как 2/3 не ожидают значительных изменений. С момента выпуска, например, ChatGPT в ноябре 2022 года технологии искусственного интеллекта значительно продвинулись вперед. Современные модели искусственного интеллекта обладают улучшенными способностями в области логистики, обработки различных форматов данных, таких как текст, изображение, аудио и видео, а также в масштабируемости и эффективности. В Европе особое внимание уделяется вопросам безопасности и защиты данных в контексте использования искусственного интеллекта. Эксперты призывают к активному обучению и подготовке работников к изменениям, связанным с внедрением искусственного интеллекта, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для рынка труда. А теперь новость из Америки. Правительство Соединенных Штатов Америки приобрело, внимание, почти 10% акций компании Intel в обмен на субсидии на сумму около $8,9 миллиардов. Эти субсидии предназначены для расширения производства полупроводников в Соединенных Штатах Америки. Сделка была одобрена администрацией президента Дональда Трампа, который ранее высказывался против субсидий для производителей чипа, предпочитая высокие импортные пошлины. Однако в данном случае он все-таки согласился на участие государства в капитале Intel. При этом акции представлены без права голоса, что ограничивает влияние правительства на управление компанией. Кроме того, в течение следующих 5 лет правительство Соединенных Штатов Америки имеет право приобрести дополнительные 5% акций по цене $20 за штуку, если доля Intel в собственном производстве чипов снизится ниже 51%. После объявления о сделке акции Intel подорожали на 5,5%, достигнув $24,80. Эксперты отмечают, что участие государства может повысить шансы компании на получение обещанных субсидий, однако не решат проблему привлечения новых клиентов. В условиях глобальной конкуренции и зависимости от поставок из Азии, Соединенные Штаты Америки стремятся вернуть производство полупроводников на свою территорию, что требует значительных инвестиций и времени. В прошлом правительстве Соединенных Штатов Америки уже использовало аналогичные меры, например, при приобретении золотой акции в американской сталелитейной компании US Steel. Однако такие шаги вызвали дискуссии относительно вмешательства государства в частный бизнес и могут повлиять на инвестиционный климат.
И еще важные новости Германии. Председатель социал-демократической партии Германии СДПГ и министр финансов Ларс Клинбель оказался в центре критики за свои предложения о повышении налогов для состоятельных граждан. В интервью телеканалу ЦДФ он заявил, что люди с высокими доходами и значительным состоянием должны задаться вопросом, какой вклад они вносят в справедливость в стране. Он подчеркнул, что условия дефицита бюджета в 30 миллиардов евро необходимо искать дополнительные источники финансирования, и повышение налогов для богатых является одним из решений. Несмотря на критику со стороны оппозиции и некоторых представителей своей партии, Клинбель остается приверженцем этой идеи. Однако его позиция вызывает споры среди некоторых членов социал-демократической партии Германии, которые считают, что такие меры могут оттолкнуть избирателей и повлиять на имидж партии. Ожидается, что результаты местных выборов в Северном Рейне-Вестфалии 14 сентября все-таки станут тем индикатором общественного мнения и могут повлиять на дальнейшую политическую стратегию партии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.